Всем привет, меня зовут Снежа, и добро пожаловать на мой канал. Вот так как-то так получилось, что открылся телепорт и уже лето. Вот для меня это, в принципе, произошло очень неожиданно, потому что была сначала весна, и потом по щелчку, как в мультике, все расцвело, и на улице теперь деревья. Удивительно. И, соответственно, все это летнее настроение меня вдохновило, чтобы что сделать? Сделать максимально летнее окрашивание. Я буду вдохновляться арбузом. Вот мое полотно. И что же будет сегодня? Давайте я вам расскажу. Окрашивание я буду производить красителем Ира-Иры. У меня будет переход от розового через белый в зеленый. И у нас будет такой арбуз без косточек, потому что черные пятнышки я не хочу добавлять. Давайте как-нибудь сейчас я начну замешивать цвет и покажу вам, как же все-таки произвести это окрашивание. У данной модели манекена Татьяны волосы не супер светлые. Это, опять же, волосы на уровне девятки. Если вы смотрели предыдущий видеоролик, то у нас, в принципе, целая аудитория Татьян представлена, и у них у всех примерно один и тот же цвет. Поэтому здесь нужно это учитывать при смешивании красителя. Основной цвет — это розовый, оттенок Neon Red. Я буду разбавлять его с бесцветной основой. То есть я буду много бесцветной основы разбавлять с этим оттенком. Этот цвет вымывается с волос полностью. Если вы хотите узнать, какие из оттенков Ира-Ира вымываются полностью, а какие могут остаться в волосах на долгий промежуток времени, вы можете посмотреть мой обзор на краситель Ира-Ира. Там же есть и обзор на другие фирмы, производителей. Вообще, в принципе, их там больше 30 видеороликов. Обязательно их посмотрите. Также я буду использовать цвет Forest Green, смешанный с желтым цветом. И у меня будет отдельная миска просто с бесцветной основой, кондиционером либо маской. Перед тем, как приступить к окрашиванию, вам необходимо убедиться в том, что ваши волосы чистые. Здесь предварительно волосы были промыты несколько раз. И сейчас, когда волосы высушены, я сделаю разделение. И уже после этого приступлю непосредственно к окрашиванию. Я сделаю достаточно простое разделение на 4 части. Это центральный пробор и от уха до уха. Далее я выделю зону нижнего затылка, и как раз с нее я и начну работать. Не сходи с ума, не жалей ни о чем. Милая, что-то там. И все, простишь потом. Ну, потому что Я приступаю к окрашиванию нижнего затылка. И сейчас я изолирую зону, которую я буду красить, специальной машпластиной, чтобы не запачкать верхнюю часть. Опустите, пожалуйста, голову. Спасибо. Перед тем, как приступить к окрашиванию, вам еще необходимо понять заранее, где какой рисунок окрашивания у вас будет. Так как в нижнем затылке волосы короткие, здесь автоматически основного цвета розового будет чуть меньше, потому что в верхней зоне волосы длиннее, и, соответственно, здесь корни будут короткие, розовые, потом будет, значит, наш вот этот вот пробел белый, и потом уже зеленый цвет. И чем выше я буду подниматься, тем больше розового у меня будет. Приступаю. При данном варианте окрашивания нужно быть очень внимательными. А конкретно, вот смотрите, когда вы прокрасили все волосы наверх при окрашивании корней, вам необходимо взять кончик кисточки либо расчески и отделить прядь вниз. После этого вам необходимо взять бесцветную основу, нанести ее в зону, где заканчивается розовый, ее вот так вот немножко размазать. И после того, когда вы нанесли белый цвет, вы берете зеленый и начинаете нанесение с кончиков. И потихонечку двигаетесь выше. И здесь главное не размазать слишком низко розовый, потому что если розовый вместе с зеленым встретится, может получиться не очень красивый оттенок, коричневый. И если вам необходимо сделать кончики более насыщенными, то вы можете просто добавить больше цвета на кончики, чтобы был плавный переход. Таким образом надо двигаться, главное случайно не залезть на кончик
розовым, либо слишком высоко не поднять цвет, который у вас есть внизу. И вот таким образом, получается, нужно двигаться по всей голове. Очень аккуратно вытираем руки и каждый пробор прокрашиваем. Я закончила красить, и давайте мы посмотрим на результат после того, когда я помою волосы и высушу их, и сделаю небольшую укладку. И как раз заодно мы посмотрим, получился ли у нас арбуз или нет. Вот такое окрашивание у меня получилось, но только знаете, что я вам скажу? Что это больше похоже не на спелый арбуз, а на недозрелый арбуз, потому что очень много белого получилось. И если вы вдруг хотите сделать так, чтобы у вас получился прям очень большое количество розового и маленькое количество зеленого, без такого большого количества белого, вам нужно, чтобы у вас стрижка была в одну длину, и чем длиннее ваши волосы, тем лучше. Здесь просто изначально волосы были разной длины, поэтому мне показалось, что такое распределение цвета самое оптимальное. Как вам вообще? Вам нравится? Как вы считаете, это похоже хоть на что-то летнее? Тюльпанчик? Или, может быть, это все-таки недозрелый арбуз? Пишите свое мнение в комментариях, мне очень интересно будет почитать. Я напоминаю, что данное окрашивание я производила красителем Ира-Ира. И я использовала здесь, получается, 3 цвета. Это Neon Red на прикорневой зоне. Если вы его не будете разбавлять, то он будет более красный. И желтый перемешала я с зеленым, и получился такой интересный салатовый цвет. Где приобрести краситель? Вы можете найти ссылку в описании к этому видеоролику, и, соответственно, там есть все варианты того, где и как можно приобрести краситель. Спасибо большое Сергею за то, что он произвел стрижку нашей прекрасной Татьяне. До встречи в новых видеороликах. Всем пока!